Land Rover Brothers представляет. Привет, любители квадратных черных внедорожников. Сегодня у нас в работе Discovery 4 с 3-литровым дизелем 10-го модельного года. В общем, обращение клиента в сервис послужило то, что у него происходит гул при движении, и этот гул периодически меняется при повороте колес. То есть влевее, правее гул меняет свою тональность. И сегодня мы будем это диагностировать. Я расскажу, как, в принципе, особенность, на что нужно будет обратить внимание, и покажу, как это все будет делаться. Для начала мы должны будем поднять автомобиль и проверить переднюю ось. Подходим к переднему, допустим, правому колесу. Таким движением провоцируем высвобождение и смотрим на предмет люфта. Переднее правое колесо. Люфты отсутствуют. При вращении, в принципе, ничего такого постороннего мне здесь не слышится. Теперь у нас диагностируем мы левое колесо. Вот здесь вот даже при ударах мы слышим посторонний звук. Проверяем. И вот она у нас получается причина обращения. Вот. Люфт в передней левой ступице. Соответственно, вращаем колесо. Ставим руку на кулак поворотный и прям чувствуем, как передается перекат именно на кулак. Это и был гул. Жалоба клиента определена. Мы выявили люфт в передней левой ступице. И сегодня у нас речь пойдет о том, как ее заменить. Так, на данном автомобиле подшипник ступицы идет в сборе со ступицей. То есть это единый агрегат с оригинальным номером LR 076 692. Вот так выглядит коробочка, так выглядит упаковочка. Вот. И советую сюда ставить только оригинальную запчасть. Вскрываю упаковочку. Вот. Здесь вот идет ступица в промасленной такой бумаге. Вот. И почему здесь отдельно подшипник не меняется? Потому что здесь идет заводская вальцовка непосредственно ступицы к подшипнику. Вот. И подшипник у нас, в принципе, будет устанавливаться вот на кулак и 4 крепления. Также в комплект входят 2 гайки привода. То есть, соответственно, есть привод вот с такой гаечкой и вот с такой. Равносильно, что Discovery 3 и Discovery 4, у них кузова одинаковые, трансмиссия практически вся одинаковая. Так что эта ступица используется и на 3-м дискаре. Колесо мы сняли. Для того, чтобы нам заменить ступицу, нам нужно будет открутить суппорт, снять тормозной диск. Ну и так как это левая сторона, чтобы не повредить датчик износа тормозных колодок, мы его сейчас тоже отдельненько снимем и уберем в сторонку. Вот, обратим внимание на стопорную скобу. Чуть подогнем ее, что она у нас осталась на колодке. Вставляем на место в датчик. Вот. Все, сейчас мы его в стороночку убираем. Так, чтобы снять суппорт, нам потребуется 12-гранная головочка на 21. Вот. Сзади находятся 2 болта крепления суппорта. Также для удобства, чтобы нам суппорт нужно будет отвести, можно будет попытаться открутить вот этот болт крепления тормозного шланга. Но он у нас не идет, так что боюсь его обломить. Вот таким вот образом подвешиваем суппорт. Вывешивать за тормозной шланг суппорт нельзя, так как мы можем повредить тормозной шланг. Затем нам нужно снять направляющую суппорта. Берем на торакс на 50. Хуя не берет. Так как у нас направляющая тормозного диска не поддавалась, пришлось немножко мне повандалить. То есть, вот, но она потом мне поддалась. Так что также я ее немного прогрел. Такое тоже бывает. Так что вот это направляющее, возможно, будем менять.
далее снимаем кожух тормозного диска, откручиваем гайку, раскручиваем 4 крепления самой ступицы к кулаку. Ну и после того, как открутили гайку привода, выбиваем сам привод. Так, берем головку на 32, откручиваем гайку привода. Затем нам нужно будет высвободить, вот, свободно привод. Счищаем ржавчину с болтов крепления самой ступицы. Чистили ржавчину, заливаем ВДшечкой. Берем головку на 15 и откручиваем 4 болта крепления ступицы. Так как мы высвободили уже болты, накручиваем обратный молоток и выбиваем саму ступицу с его посадочного места. Так, ну обратным молотком у нас не получается, так что нам нужно будет хотя бы сместить с места саму ступицу, с посадочного места сместить ее нужно. Вот, сейчас будем пытаться ее смещать. Так, ну что, мы ее сместили, теперь пытаемся дальше выбивать. Сейчас будем опять ее выбивать, как только встала, опять будем пытаться ее крутить по оси. Оп, перед монтажом зачищаем посадочное место. Ну, обязательно чистим посадочное место, куда у нас ступица будет садиться. Посадочное место у нас готово. Нанесем небольшое количество смазки на наружную сторону. Можно использовать медяшку. Но я в данном случае использую литол по просьбе клиента. Надеваем на привод, вставляем. И вот как мы видим, у нас в принципе без проблем посадочное место, когда чисто, вот она ступица садится. Ставим болты крепления, предварительно смазав их. Так, затягиваем это все крест-накрест, все это дело, так как у нас 4 точки крепления. Всем известно, 4 точки крепятся крест-накрест. Подтянули болтики, и теперь начинаем затягивать. Момент затяжки у нас составляет 115 ньютон. Дальнейшая сборка у нас идет обратной последовательности разборки. Так, единственные моменты затяжек самой ступицы 115 ньютон, гайка привода 230 ньютон, тормозной диск направляющий 35 ньютон и суппорт кулаку 275 ньютон. Все у нас здесь затянуто по моментам затяжки. И последний штришок, после того, как вы затянули гайку привода, ее нужно будет законтрить. Ну, в общем, вот так вот меняется ступица. Если вам это видео было полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, с удовольствием ответим. Всем пока!